Let's open up our Bibles to Ephesians. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. And let's read chapter 5, verses 22 through 33. Давайте прочитаем еще раз 5 главу с 23 по 33 стихи. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Now let's look at verse 29. Посмотрите на 29 стих. For no one ever hated his own flesh. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти». We could paraphrase it in this way. А можно это своими словами так сказать? No sane man ever hated his own flesh. Никакой здравомыслящий человек, никакой психически здоровый человек не ненавидел своей плоти. Now some of the old commentators, А некоторые из древних комментаторов they said something like this. говорили так. You're a man. Вы человек, Let's say you're 45 or 50. предположим, что вам 45 лет или 50 лет, Your body's not that beautiful, а ваше тело уже не такое красивое, but it's still your body. но все же это ваше тело. You may look in the mirror Вы можете посмотреть в зеркало and say, man, I've gotten fat. и сказать: «Да, толстею, I've really gotten scary looking. я все страшнее и страшнее. I look like a gorilla that's been shaved. Я выгляжу как горилла, которую побрили». But even though you look at that, Но даже если вы посмотрите посмотрите в зеркало и увидите вот это, you still take care of your body. все равно вы заботитесь о своем теле. You don't stab it with a knife Вы не колите его ножом, because it's not the body you want. потому что вам не нравится это тело. You still wash it, Вы все же моете его, care for it. заботитесь о нем. If it's sick, you want it to get better. Если оно заболеет, вы хотите, чтобы оно выздоровело. And they applied this to the wife. И комментаторы относили то же самое к жене. She's your body. Она ваше тело. Maybe in many ways she's not like you want her to be. Может быть, во многом она не такая, как вам хотелось бы. Maybe she's not like even she wants to be. Может быть, она не такая, как ей самой хотелось бы. But she's your body. Но она ваше тело. And you would be insane to inflict damage upon her. И если бы вы чем-то вредили ей, приносили бы ей какое-то страдание, то вы были бы просто сумасшедшим человеком. If you can see your own imperfections, Если вы видите свои собственные несовершенства, and yet you still nourish yourself and cherish yourself, однако же вы заботитесь о себе, холите себя или лелеете, should you not nourish and cherish her even though she has imperfections? не должны ли вы холить или лелеять ее, хотя у нее есть недостатки? Are you going to demand something from her that you don't even demand from yourself? Будете ли вы чего-то требовать от нее, чего не требуете от себя? Look, we're broken people. Мы несовершенные люди. We come out of a fallen world. Мы вышли из этого падшего мира. Mercy is required.
Поэтому требуется милость, Forgiveness is required. требуется прощение. And the greatest word, И самое важное слово grace. – благодать. Would your wife describe you as a man of grace? Ваша жена охарактеризовала ли бы вас как человека благодати? Would your wife almost be embarrassed at how good you are to her? А чувствует ли ваша жена себя даже неловко от того, как хорошо вы к ней относитесь? And you know, really, that's the only right way to embarrass someone. И действительно, только так и можно повергать человека в состояние неловкости. Let me explain what I mean. Поясню, что я имею в виду. If I come home from the office Если я возвращаюсь домой из офиса, and I'm in a bad mood, я в плохом настроении. now that never happens, so this is just all hypothetical. Ну, так на самом деле никогда не происходит, так что это чисто гипотетическая ситуация. But I come home Итак, я возвращаюсь домой, and I'm in a bad mood, я в плохом настроении. and I walk in the door and I notice that supper's not ready, Я захожу домой и вижу, что ужин не готов. and I say something I shouldn't say. И я говорю что-то, что не должен говорить. If my wife turns around Если моя жена развернется and also proves that she's in a bad mood, и покажет мне, что она тоже в плохом настроении, and she lets me know in no uncertain terms she doesn't appreciate my attitude, и если она недвусмысленно даст мне понять, что ей совсем не нравится мое отношение, what happens at that moment? что в этот момент произойдет? I feel totally justified in what I've done. А я тогда буду чувствовать себя совершенно оправданным в том, что я сделал. I did wrong, Я сделал неправильно, but she did wrong. но и она сделала неправильно. But if I come home Если же я приду домой in a bad mood, в плохом настроении, and I walk in the door, зайду в дверь, and I say something insensitive, скажу что-то неприятное, нечуткое, something that does not demonstrate love, что-то, что не будет демонстрировать любовь, and my wife responds like Christ, и моя жена отреагирует на это как Христос, do you know what happens? знаете, что произойдет? I'm ashamed. Я буду испытывать стыд. It's like heaping hot coals on my head. Я словно бы собрал горящие уголья себе на голову. She accomplished in the right way what many women try to accomplish in the wrong way. Она достигла правильным способом то, что многие женщины пытаются достигнуть неправильным. Your husband's not living right, А ваш муж живет неправильно, so you tell him off. и вы его за это отчитываете. You give him what he deserves. Вы даете ему, что он заслуживает. Has it ever worked? Это когда-нибудь приводит к хорошему результату? Did that ever change your husband? Это когда-либо изменило вашего мужа? No. Нет. But when he comes home acting that way, Но если он придет домой, и он неправильно себя ведет, and you act like Christ, а вы поведете себя как Христос, it will shame him, то это постыдит его but in a good way. хорошим способом, хорошим образом. Do you see that? Видите? Now, look what it says here. That a man nourishes and cherishes his body. Здесь говорится, что человек питает и греет свое тело. He nourishes it. Он питает, Ektrefo, эктрефо по-гречески, to feed. кормить. It's sort of like the idea of raising or nourishing children. Или вскармливать, то есть воспитывать ребенка. To promote health and strength. Создавать здоровье, укреплять силы. To bring something to maturity. Взращивать что-то, делать более зрелым. It's even used with regard to education, to educate. Это слово может обозначать даже образование. Now let's just apply this to our marriage. Давайте применим это к браку. What should I be doing for my wife? Что я должен делать для своей жены? Feeding her. Кормить ее. Not just bringing home money so that the family can eat, Не только приносить домой деньги, чтобы семья могла питаться, but feeding her as a person, но кормить ее как человека, that she might grow as a person. чтобы она возрастала как личность. Nourishing her,
взращивать ее, raising her up, возвышать ее, promoting her spiritual health and strength, укреплять ее духовное здоровье и силы, educating her, способствовать ее обучению, helping her grow to maturity. помогать ей возрастать в зрелости. Wow. I know what you're thinking. Я знаю, что вы сейчас, наверное, думаете. I have really failed. Да, я это не делал. We all have to some degree. Мы все в какой-то степени здесь не дотягиваем до нужной планки. But that's no excuse to keep doing it. Но это не должно служить оправданием, чтобы продолжать это делать. And let me remind you, gentlemen, И позвольте вам напомнить, I'm not up here reciting poetry. я здесь не просто для того, чтобы читать стихи. These are commands of God. Это повеления Божьи. They're not just pretty things written on a card. Это не просто какие-то красивые романтические афоризмы. This is not some silly love song. Это не просто какая-то глупенькая поверхностная песня о любви. This is what God commands, Это то, что Бог повелевает. and He will require it of you. Он потребует этого от вас. Do you see that? Видите вы это? And then there's also the idea here of cherishing. А здесь также присутствует идея греть ее. Thalpo. The word means to warm. Греческое слово «тальпо» обозначает «согревать». Came to the idea of tenderly caring for someone. Это слово может обозначать нежно заботиться о ком-то. Like a mother would tenderly care for the child in her arms. Как мать нежно держит ребенка на руках. Tenderness. Нежность. You know what I like about Russians? Знаете, что мне нравится в русских? They're tough. Они такие твердые. I mean, some of you guys look pretty tough. Некоторые из вас выглядят достаточно хмурыми, твердыми. That's good. Это хорошо. Men should be tough. А мужчины должны быть такими. But listen, Но послушайте, it's hard for us to learn tenderness. нам трудно бывает научиться нежности. You must be tender. Мы должны быть нежными. I think it was Jim Elliot's wife, I think. Кажется, Elizabeth Elliot. Элизабет Эллиот, жена Джима Эллиота. I think I read one time in a book that she wrote. Я прочитал как-то в одной ее книге. She talked about this guy at college that really loved this girl that was a friend of hers, I think. Она рассказывала о том, как в колледже у нее была подруга, и у этой подруги, в свою очередь, был друг, который очень ее любил. And I mean, he really wasn't that good looking, if I got the story right. Если я правильно вспоминаю детали этой истории, он не был красавцем, But he won this girl's heart. но он завоевал сердце этой девушки He sent her flowers. тем, что он посылал ей цветы. But that isn't what won her heart. Но не это на самом деле завоевало ее сердце, It's the way he signed his name. а то, как он писал свое имя. Let's say his name was John. Представим себе, что его звали Джон. He signed it this way. Он подписывался так: Tenderly, John. с нежностью Джон. It was that word Вот это вот слово, that captured her heart. которое привлекло ее внимание. You are called to be tender to your wife. Вы призваны быть нежными к своей жене. You know, before we get married, Прежде чем мы поженились, open the door of the car for our wife. мы открывали дверь перед своей будущей женой. After we get married, После того, как мы поженились, we get in the car, мы садимся в машину, the wife's standing outside, жена стоит, we roll down the window. а мы опускаем стекло What are you standing outside for? Get in the car. и говорим: а ты что там стоишь? Садись в машину. You know what? It's not supposed to be like that. Но не должно быть так. I'm guilty of it too. Я сам в этом виновен. It's not supposed to be Но like так that. не должно быть. Not for Christian men. Не у христиан.
I worked as a waiter in this restaurant one time. Однажды я работал официантом в ресторане. And there was this other guy that worked there. Там же был еще один молодой человек. He was the dishwasher. Он мыл посуду. And he was a Golden Gloves boxer. И он был боксер, который выступал на турнире «Золотые перчатки». He was fast and he was good. Он был очень быстр и очень хорош. But I was bigger than him. Но я был больше него. But he always wanted to fight me. И он всегда хотел со мной подраться. But then a problem happened that ruined everything. Но затем возникла проблема, которая всему помешала. I got converted. Я обратился к Богу. And when I got converted, И когда я обратился, well, don't fight anymore. когда вы обратитесь, уже нельзя драться. And he knew it. И он это знал. And so every day, И каждый день he would just say things to me. он мне что-то говорил. Say things to me. Он все время меня подкалывал. And one day I'm carrying a bunch of dishes. И однажды я нес гору посуды, And it was the last thing I could take. и я уже не мог больше этого сносить. He said something to me. Он сказал мне что-то, I threw down the dishes. я бросил эту посуду, I said, come on. я сказал, пойдем, Right here, прямо right здесь, now. прямо сейчас. I'm going to evangelize you. Сейчас я буду тебя евангелизировать. And the moment I did that, Did he think it was prison talk or what? huh? Did he think it was prison talk? The moment I did that, И как только я это сделал, it's like a knife went in me. я почувствовал, что словно бы нож пронзил мне сердце. And I just dropped my head Я опустил голову and I walked away. и ушел. And I came back about an hour later Я вернулся час спустя and I said, forgive me. и сказал, прости меня. People are making fun of me. Люди надо мной насмехались. Just forgive me. Я сказал, прости меня. I'm sorry. Я виноват. You see, that's a radical change. Произошла радикальная перемена. At least it was for me. По крайней мере, с моей стороны. It's a radical change. Радикальная перемена. We're supposed to be radically changed. Мы должны радикально измениться. We're supposed to be different than other men. Мы должны отличаться от других людей. We're supposed to treat our wives in a different way. Мы должны относиться к нашим женам иначе, чем We're- относятся мирские люди. We're not what we were. Мы уже не такие, какими были прежде. We're not like other men. Мы не как другие люди. We're sons of God. Мы сыновья Божьи. We don't do these things anymore. Мы уже не поступаем так, как мирские люди. We don't mistreat wives. Мы не относимся к своим женам плохо. We don't neglect them. Мы не пренебрегаем ими. We nourish them. Мы питаем их. We treat them with tenderness. Мы относимся к ним с нежностью. My wife, she laughs at me so often. Жена часто смеется надо мной. She tells people, you know, before I married Paul, Она говорит, прежде чем я вышла замуж за Пола, he didn't even know how to read and write. он даже не знал, как читать и писать. He just lived in the woods all the time. Он жил в лесу все время. Before I married Paul, he didn't even wear shoes. До того, как он женился на мне, он даже обувь не носил. He didn't even know how to use a fork and a knife. Он не умел пользоваться ножом и вилкой. He just ate food with his hands. Он ел всю еду голыми руками. Now, all that's an Но exaggeration. это, конечно, преувеличение. At least it's a little bit of an exaggeration. Немножко преувеличение. But I became a Christian. Но я стал христианином. That type of stuff isn't acceptable anymore. Теперь уже такое поведение неприемлемо. If I opened up the door for my wife Если я открываю дверь перед своей женой, and some of my family saw it, и люди из моей семьи увидели бы это, they'd laugh at me. они бы посмеялись надо мной. What are you doing? Что ты делаешь? But see, that's not who I am anymore. Но теперь я уже не такой, как был раньше. That's not who we are anymore. И мы с вами не такие, какими были раньше. We're men, Мы мужчины, but we're men of God. но мужи Божьи. We're men of grace. Мы люди благодати, We're men of mercy. люди милости. We're servants. Мы слуги.
We won't kill anymore, Нет, мы уже не будем убивать, but we will die. мы будем умирать. In service to others. В служении другим. It begins with our wife. И это начинается с нашей жены. She ought to know that she's loved. Она должна знать, что ее любят. You ought to act like it. Вы должны поступать соответствующим образом. You ought to tell her. Вы должны говорить ей. I had a guy tell me one time, he goes, well, you know, I'm just not like that. Like, I don't tell my wife I love her. I'm just not like that. Один человек сказал мне, ну, я просто другой человек. Я вот не могу сказать своей жене, что я ее люблю. Просто я другой. I said, I know you're not like that. Я говорю, я знаю, что ты другой. So repent and get right with God. Так покайся и исправься. Change. Изменись. Become like Christ. Стань как Христос. Express your love in deeds. Проявляй свою любовь в делах. And express your love in words. И проявляй свою любовь в словах. Tell her. Говори ей. Show her. Показывай ей. Show your children. Показывай детям. Tell your children. Говори своим детям. I remember one time when Ian was about 4 years old. Я помню, когда Иину было 4 года, He came running up to me at church. он подбежал ко мне в церкви, I said, I love you, son. и я сказал, сынок, я тебя люблю. And there was a guy standing there. А рядом стоял один парень, He just started crying. и он начал плакать. I said, what's wrong, brother? Я спросил, брат, что не так? Что случилось? My dad never told me even one time that he loved me. И он сказал, мой отец мне никогда не говорил ни разу, что он меня любит. You see? Понимаете? We're different. Мы стали другими. Now, I don't have time to get into all this text, Нет сейчас времени подробно разбирать это, but look at verse 33. но посмотрите на 33 стих. Nevertheless, each individual among you also is to love his own wife even as himself, and the wife must see to it that she respects her husband. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. This tells us there's something different about men and women. Этот стих показывает, что есть отличия между мужчинами и женщинами. And we don't need to take this to an extreme, but there is a truth here. Не нужно доводить этого до крайности, но это так. Let me let you in on something, a scientific breakthrough that I told you about earlier. А позвольте открыть вам секрет. Помните, я вам раньше рассказывал уже о научном открытии? Now, men, listen to me. А теперь послушайте. Women are different. Мужчины, женщины другие. Your wife is not like you. Ваша жена не как вы. She's not. Не как вы. And that's a problem. И в этом проблема. Because here's what you do. Потому что вот что вы часто делаете. You think, what would I like? Вы думаете, что бы мне понравилось? And that's what you do for your wife. И это вы делаете для своей жены. But she doesn't necessarily like what you like. Но ей не обязательно нравится то, что вам нравится. You know, like it's my wife's birthday. Ну, например, наступает день рождения жены, And I go, here, I bought you a gun. и я протягиваю своей жене подарок, говорю, дорогая, я купил тебе ружье. She doesn't want a Но gun. ей не нужно ружье. So my job is to find out what does my wife desire, Моя задача узнать, что же нравится моей жене. not what do I desire. Не что мне хочется. And this comes from the idea that he says that men are to love their wives and wives are to respect their husbands. А что ей нравится. Это основывается на повелении Писания, что мужья должны любить своих жен, а жены должны уважать своих мужей. There's a unique and special way in which women need love. Женщины нуждаются в любви, и проявить эту любовь можно уникальным, особенным образом. And there's a unique and a special way in which men need respect. Женщинам нужны свои проявления любви, мужчинам нужны свои проявления любви. Для мужчин очень важно уважение. Now that doesn't mean women don't need respect. Это не значит, что женщин не нужно уважать. And it doesn't mean that men don't need love. И это не значит, что мужчинам не нужно чувствовать себя любимыми. But they need these things in a unique way. Но каждая из этих групп нуждается в этом по-особенному. Let me give you an example. Приведу вам пример.
I don't need my wife to call me 3 times a day and say, Paul, I love you. Мне, например, не требуется, чтобы жена звонила мне 3 раза в день и говорила: «Пол, я тебя люблю». I don't need her to bring me flowers. Мне не нужно, чтобы она приносила мне цветы. I don't need her to write me cards that say, I love you. А мне не требуется, чтобы она писала мне такие карточки, оставляла: «Пол, я тебя люблю». And then underneath put hug, kiss, hug, kiss, hug, kiss. I don't need И потом that. внизу подписывала: там, «Целую, обнимаю, целую, обнимаю». Мне это не нужно, She does. а ей нужно. She does. Ей нужно. She needs to see my love. Ей нужно, чтобы она видела мою любовь. She needs to hear my love. Ей нужно слышать о моей любви. And my love for her needs to be confirmed constantly. И моя любовь к ней должна постоянно подтверждаться. I don't need that. Мне это не нужно, But she does. а ей нужно. But now, wife, what does your husband need? Дальше обращаюсь к женщинам. В чем нуждается ваш муж? Most women don't understand this at all. Большинство женщин совсем этого не понимают. As a matter of fact, they work against this with all their might. Более того, они очень часто против этого действуют, делают все, что возможно против этого. The husband needs respect. Муж нуждается в уважении. Respect. Уважение It's what he needs. – это то, что мужчине нужно. If my wife does not respect me, Если моя жена меня не уважает, it's like cutting Samson's hair. это все равно, что отрезать волосы Самсона. I lose all strength. Если Самсона постричь, то он потеряет силы. I do. И так же и со мной. If my wife respects me, Если моя жена меня уважает, it changes everything. то все меняется. I mean, I could wake up in the morning Я мог бы проснуться утром, and the 6.5 billion people who live in this planet и 6,5 миллиардов людей, населяющих нашу планету, could be in my front yard with signs saying, down with Paul, down with Paul. могли бы заполонить мой огород с плакатами «Долой Пола, долой Пола». And if my wife respects me, it's not going to affect me that much. И если моя жена меня уважает, то мне будет абсолютно все равно. It fills a man with hope. Потому что уважение жены дает мужчине надежду. It builds a man up Это его укрепляет, when you show him respect. когда вы показываете свое уважение мужу. It tears him to pieces when you do not. И если вы не проявляете уважение, это его просто разрывает на клочки. Dear lady, Дорогая сестра, does it hurt you, break you, when your husband does not show you love? больно ли вам, тяжело ли вам, когда муж не проявляет к вам любовь? Does it wound you like being cut with a knife when your husband doesn't show you love? Ранит ли это вас словно ножом, когда муж не проявляет к вам любви? Yes. Да. It kills your hope. Это лишает вас надежды. Men feel the same way. Мужчины чувствуют то же самое, When they get more respect at work than they do at home. когда их больше уважают на работе, чем дома. When they get more respect at their church than they get at home. Когда их больше уважают в церкви, чем дома. It's a sad thing when a man says this. Очень печально, когда мужчина говорит: I work construction я работаю на стройке, and I have 25 men under me. и у меня 25 человек в подчинении. And they are some of the toughest men you've ever met. Это самые жесткие, грубые люди в мире. But every one of them respects me. Но каждый из них меня уважает. But when I go home, Когда я отправляюсь домой, my wife does not. жена меня не уважает. I tell those men what they need to do, Я говорю таким мужчинам, что им нужно делать. and they do it. И они это делают. But anything I tell my wife, she just fights me on. Извиняюсь.
Я говорю вот работникам на стройке, что нужно делать, они это выполняют. Что бы я ни сказал моей жене, у нее она всегда говорит против. Now here's a man who would fight an army. Перед нами мужчина, который готов сражаться с целой армией врагов. But in his home, he's broken. Но дома у себя он полностью уничижен и опустошен. Woman, you have no idea how you can impact your husband. Женщина, ты не можешь себе представить, как ты сильно можешь повлиять на своего мужа. You know the saying, behind every great man is a great woman? Знаете такое высказывание? За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. It's true. Это правда. It is true. Это правда. You see, you desire for your husband to be better. Вы желаете, чтобы ваш муж стал лучше. And you can make him better. И вы можете сделать его лучше. You can make him so much better. Вы можете так сильно ему в этом помочь. In a way that no one else can. И никто другой не сможет сделать того, что вы можете делать. But you can't do it by fighting him. Но вы не достигнете ничего, если будете с ним бороться. Belittling him. Если вы будете его унижать, Criticizing будете him. его критиковать, Pointing out his failures. будете постоянно тыкать его носом в недостатки. You can't do that. Это нельзя делать. And you can transform your wife. Точно так же, брат, ты можешь преобразить свою жену. Not by being a tyrant. Не тем, что ты будешь нетерпимым к ней. Not by just throwing up your hands and leaving her alone. Не тем, что ты, всплеснув руками, будешь уходить от нее. Not by criticizing her. Не тем, что ты будешь ее критиковать, But by loving her. а тем, что ты будешь ее любить. By loving her. Тем, что будешь ее любить. It's amazing what love can do. Удивительно, что любовь, на что способна любовь. To beautify a woman. Как она способна преобразить женщину, сделать ее красивой. And it's amazing what respect can do to И strengthen a удивительно, man. как уважение способно укрепить мужчину. Now let's go quickly to 1 Peter. Давайте откроем первое послание Петра. Chapter 3. 3 глава, Look at verse 1 1 стих and 2. и 2. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Now, this verse begins with the phrase "in the same way." Этот стих начинается со слова «также». It's linking chapter 3 to chapter 2. Слово «также» связывает 3 главу со 2. In chapter 2, what is he talking about? А о чем говорилось во 2 главе? He's talking about believers who are being persecuted. Там говорилось о верующих, претерпевающих гонения. Now, sister, listen to me. Сестра, послушай. He's talking about believers who are being persecuted. Петр говорит о верующих, которые претерпевали гонения. I mean bad. Им было очень тяжело. And then he says to the women in the church, И затем он говорит женщинам в церкви. "In the same way, you wives be submissive to your own husbands." Так же и вы, то есть точно таким же образом и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. He's talking about unbelieving husbands. Он говорит в данном случае о неверующих мужьях, Husbands are disobedient to the word. о мужьях, которые не покорны слову. And maybe even husbands that are persecuting them for their faith. И, может быть, даже к тем мужьям, которые гонят жену за ее веру. Now, how are they supposed to change those husbands, Как же нужно изменять такого человека? those unbelieving husbands, Как можно его изменить? those persecuting Этого husbands? неверующего мужа, этого мужа-гонителя. Look what he says, Посмотрите, что говорит Петр. that they may be won without a word. Чтобы они без слова приобретаемы были. Now, why does he say that? Почему он это говорит? You know, don't you? Вы знаете, почему. You know why he says that, don't you? Вы знаете, почему он это говорит, не так ли? Because when you want to win your husband, Потому что если вы хотите завоевать своего мужа, when you want to show him he's wrong, если вы хотите показать ему, что он не прав, what do you usually use?
то что вы обычно делаете, чем вы пользуетесь? Words, Словами, your tongue. языком. Is that not true? Не правда ли? When your husband's not doing what you think he ought to be doing, Если муж не делает то, что вам кажется, он должен делать, how are you going to fix him? как вы его исправите? Words, Словами, arguing, спором, criticizing. критикой. Let me ask you a question. Позвольте спросить вас, Has it worked? это когда-нибудь вам удавалось? Has it worked? Это когда-нибудь удавалось? No, Нет, never. никогда. You have never, never, never seen it work. Вы никогда, ни разу в жизни не видели успех этого метода. Oh, you've told him off. О да, вы давали ему выслушать такое. You've even beat him in the argument. Вы даже побеждали его в споре. You showed him. Вы показывали ему. Did it make your marriage better? От этого ваш брак стал лучше. Did it make him a better man? Сделали ли это его лучшим человеком? Does he love you more for your tongue, Стал ли он вас больше любить за ваш язык, for your words? за ваши слова? No. Нет. I want to give you an illustration. Мне хотелось бы привести вам пример. Go to Romans. Hold your place, but go to Romans chapter 12. Заложите пальцем 3 главу 1 Петра и откройте Римлянам 12 главу. Look at chapter 12, verse 18. Римлянам 12 глава 18 стих. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Be at peace with all men. Будьте в мире со всеми людьми. Now look at 19. Теперь 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». It says, never take revenge. Не мстите за себя, говорится здесь. What are you supposed to do? Что же нужно делать? Leave room, Оставьте leave место. room Буквально, дайте место for the wrath of God. гневу Божьему. So if you take your own revenge, Если вы сами будете мстить, you're not leaving room for God to work. то вы не оставите места Божьей работе. I remember one time in Peru, Я помню, однажды в Перу a pastor told me this story. пастор рассказал мне такую историю. They were preaching the gospel up in the mountains, Они проповедовали Евангелие в горах, and a kind of a riot broke out. там случился мятеж, And some of the unbelieving people went to the authorities and lied about the Christians. и некоторые неверующие пошли к властям и наговорили всякой лжи против христиан. These unbelievers had beaten the Christians, Неверующие избили христиан, but they went to the authorities and said the Christians had beaten them. однако пошли к властям и сказали, что это христиане напали на них. One woman who was particularly sinful Одна женщина, которая особенно повела себя грешно, pretended that she had been crippled она делала вид, как будто она инвалидка, by the believers, как будто ее инвалидизировали верующие. and she was in a wheelchair, И она приехала на кресле-каталке. faking it. При этом она просто делала вид. And everybody told the believers, you need to get a lawyer, И все говорили верующим: вы лучше найдите себе хорошего адвоката and you need to sue. и подайте против них в суд. But the believers got together and prayed. Но верующие собрались вместе и стали молиться. They did not take revenge. Они не стали мстить. They prayed and prayed and prayed. Они молились и молились и молились. The time of going to court was drawing near. Приближалось время суда. The believers were in trouble. А верующим угрожала большая опасность. The woman who was faking being in the wheelchair, Женщина, которая делала вид, что ей нанесли травму, и теперь она не может встать на ноги. when no one was looking, she stood up, А когда никто не смотрел, она поднялась, walked across the road. перешла через дорогу, A truck hit her, и ее сбил грузовик. and she was put in a wheelchair. И она оказалась на самом деле в кресле. And the court case was closed. Судебное дело закрыли.
They left room for the wrath of God. Они оставили место гневу Божьему. They left room for God to work. Они оставили место Богу для Его действия. Now, I like going to Europe Мне нравится ездить в Европу, because I like castles. а, I like to look at castles. потому что мне нравятся замки. You know what's strange about a lot of castles? Знаете, что странного? The front door's really wide. В замках обычно передний вход очень широкий, I mean, it's huge. огромный. 25 people walking side by side can go through the door. 25 человек, идя рука об руку друг с другом, могут пройти в дверь. But you know what's interesting in a lot of castles? Но во многих замках есть такая интересная деталь. The stairs to the second floor Ступеньки, ведущие на второй этаж, are only this wide. вот такой ширины. And the door at the top of the stairs А дверь наверху ступенек, наверху лестничной клетки, is only about this wide, вот такой ширины about this tall. и вот такой высоты. Why do they do that? Почему они так строили? Here's the reason. Вот почему. Let's say there's a big army outside the castle that wants to attack the castle. Представим, что снаружи замка большая армия, они ведут войну против замка, 1,000 soldiers. 1000 солдат. And in the castle, there's only 10 people. А в замке прячется всего лишь 10 человек. And those soldiers break down that front door. И эти солдаты выбьют переднюю дверь. And they come running in. И они ворвутся внутрь здания. It's all over. Все закончилось. But the people in the castle, Нет, но люди, которые прячутся в замке, they run up to the second floor. они бегут на второй этаж. Now, there's 1,000 soldiers down there. Внизу ждут 1000 солдат. But they can only come up those stairs one by one. Но по этим ступенькам они могут подниматься лишь по одному человеку. So one guy with a long spear Поэтому один человек с длинным копьем can practically defend that entire castle. может защищать практически весь замок. Now, that's a picture of you and your husband. Это иллюстрация вас и вашего мужа. Your husband is sitting in his castle. Ваш муж сидит в своем замке. But wife, you have declared war on him. Вы, как жена, объявили ему войну. Now, let's say he's wrong. Представим, что он действительно не прав. He really is wrong. Он действительно ошибается. And you've declared war. И вы объявили ему войну. He looks out the window. Он выглядывает через окошко. Here you come. Вот вы идете. You bust down the front door. Вы выбиваете переднюю дверь. What does he do? Что он делает? He does what any man would do. Он делает то, что сделал бы любой мужчина. He runs. Он бежит. He runs up to the second floor. Он бежит на второй этаж. And he's got his spear. Он запасся копьем. And you got your sword. У вас меч. It's huge sword. У вас огромный меч. It's called your tongue. Называется язык. And you're attacking him. И вы нападаете на него. But you're spiritual. Ну, вы, конечно, духовная сестра. So the whole time you're attacking him, you're saying, God, help me change this man. И все время, пока вы нападаете на него, вы говорите: Господи, помоги мне изменить этого человека. God, help me change this man. Господи, помоги мне изменить этого человека. Help me change this rotten, worthless man. Помоги мне изменить этого насквозь прогнившего, бесполезного человека. And every time you cry out for help, И каждый раз, когда вы просите Бога о помощи: God, help me change this man. Боже, помоги мне изменить этого человека. God says, give me room. Бог говорит: дай мне место. But you won't. А вы не даете, You keep fighting. потому что вы продолжаете You сражаться. won't get out of the way. Вы не уходите в сторону. Why won't you help me, God? Господи, чего же ты мне не помогаешь? I've been married to this man for 15 years. Я уже замужем за этим человеком 15 Why лет. don't you change him? Почему ты до сих пор его не изменил? Get out of the way. Уйди с дороги. Why won't you help, God? Господи, почему ты мне не поможешь? Give me room. Дай мне место. God, help me. Помоги мне. Fight your own battle. Ну ладно, хочешь сражаться, сражайся. You want God to work in your husband? Вы хотите, чтобы Бог работал в вашем муже? Sister, I'm going to tell you То, this. сестра, скажу вам. You want God to work in your husband? Хотите, чтобы Бог работал в вашем муже? Then get out of the way. То отойдите с дороги. Close your mouth and get out of the way. Закройте рот How's that? и уйдите с дороги. Как вам А? это нравится? I don't hear any amen. Не слышу Amen. аминей.
Amen, sister? Аминь, Amen? сестра. Are we about ready to have a revival breakout now? Сейчас уже созрело место для пробуждения, духовного пробуждения. Your husband's having a revival right now. У вашего мужа прямо сейчас будет пробуждение. Do you see what we're doing? Видите, что мы делаем? Do you see it? Видите? It's not a mystery. Это не какая-то тайна. We're just disobedient. Проблема в том, что мы просто непослушны Богу. And here's the sad thing. И вот что самое печальное. God will let you live in your disobedience. Бог позволяет вам жить в вашем непослушании. He really will. Он позволит вам жить в вашем So, непослушании husband, you дальше. want to change your wife. Так как же изменить жену, спрашиваю я у мужчины. So criticize her. Критикуйте ее, Take your love away from her. лишите ее любви, Be cold to her. будьте к ней холодны, Just keep going продолжайте. and just see what it does. Посмотрите, что из этого получится. It hasn't done anything yet except make the situation worse. До сих пор это ни к чему хорошему не привело, а только ухудшило все. Wife, Жена, just keep criticizing. продолжай критиковать мужа. Just go for it. Пожалуйста. Talk until you're blue in the face. Говори до посинения. Or get out of the way. Или лучше уйди в сторонку. I mean, how long do you want this to continue? Как долго ты хочешь продолжать сражаться сама? How long? Как долго? Now, let me warn you. Позвольте предупредить вас. Some of you are going to go out from here Некоторые из вас уедут с этой конференции, and you're going to say, that's right. и вы скажете, да, это правильно. And you're going to try it. И вы попытаетесь. You're going to try it. Вы попытаетесь. And if it doesn't work after a week, you're going to quit. И если через неделю муж коренным образом не изменится, вы снова вернетесь к старому. You can't say you're going to go out and try this to see if it works. Нет, нельзя, уезжая отсюда, говорить, ну я попробую, сработает ли. You've got to be committed to it as this is what God has commanded us. Если вы действительно видите, что это то, что Бог нам заповедует, то нужно твердо следовать этому пути. Some of you are going to say this in about a week. Некоторые из вас примерно через неделю скажут, Well, I tried to love her. ну я пытался ее любить, She didn't change. она не изменилась. A week. Неделю. Congratulations. Поздравляю. Try a lifetime. А попробуйте любить ее всю жизнь. Try a lifetime of dedicating yourself to being a man that's more like Jesus. Попробуйте всю жизнь посвятить тому, чтобы любить свою жену, посвятить себя тому, чтобы быть более похожими на Иисуса Христа. I'm not asking you to try some plan or gimmick. Я не прошу вас, чтобы вы попробовали какой-то человеческий план, чтобы вы попробовали какое-то ухищрение, сработает ли. I'm asking you to make a lifelong commitment to being more like Jesus. Я прошу вас на всю жизнь стремиться быть более подобными, как Иисус Христос. And wives, I know what you're thinking. Жены, я знаю, что вы сейчас думаете. Well, I'll try this. Ну, я попробую. You don't try God's commands. Нет, не надо просто попробовать исполнять Божьи заповеди, а вдруг получится. You obey them Нужно исполнять их всю жизнь. for a lifetime. Всю жизнь. And wives, don't leave here with the wrong attitude. И жены, пожалуйста, не уезжайте отсюда с неправильным отношением. I know what you're thinking. Я знаю, что вы сейчас думаете. This is it. Вот оно. I'm going to go home Я приеду домой, and I'm going to get out of the way я уйду с пути, and God's going to kill him. и Господь его убьет. That's the wrong attitude. Это неправильное отношение. You shouldn't want that. Вы не должны этого даже хотеть. Now, men, let me share something with you. Мужчины, позвольте вам кое-что сказать. Men are like a light bulb. Мужчины как лампочки. You turn the switch, Как только вы включаете выключатель, light bulb comes on. лампочка зажигается. Turn it off, Выключаете, light bulb goes off. лампочка выключается. Women are like an iron that you iron with. А женщины как утюг. Plug it in, Воткнешь, takes a long time to heat up. понадобится много времени, прежде чем он нагреется. Pull the plug, Выключишь,
Takes a long time to cool off. Понадобится много времени, прежде чем он остынет. Now here's what's going to happen. Вот что произойдет. Men, Мужчины, in many ways you failed. вы очень часто терпите неудачу, You're like me. потому что вы, как и я, You've got a long list of failures, у вас длинный список неудач. right? Правильно? And so today you're going to change. И сегодня вы принимаете решение измениться. And let's say that you're really loving for 5 minutes. И предположим, что вы действительно проявляете любовь к жене целых 5 минут. I know the way men are. Я знаю, как мужчина функционирует. You've offended your wife many, many years. Вы обижали свою жену много лет, You're nice to her for 5 minutes. потом вы мило с ней обращаетесь 5 минут And then you say, honey, everything is all right now. и говорите: дорогая, теперь все в порядке. And she tears your arm off. А она отбрасывает вашу руку. It's going to take a long time to win your wife, Понадобится много времени, чтобы завоевать свою жену, to prove to her чтобы доказать ей, this is real. что это на самом деле реально. And wives, И жены, you know how they have those classes on how to be more beautiful? вы знаете, проводятся иногда всякие занятия, курсы красоты, курсы визажистов. Well, I'm going to give you a course on how to really be ugly. Я сейчас преподам вам курс «Как быть некрасивой». Have you ever seen, and you know exactly what I'm talking about, И вы поймете, о чем я говорю. an elderly woman, Вы когда-нибудь видели пожилую женщину, and her face is so full of anger and bitterness. и в ее лице выражение горечи и злобы? Many of you are on that same road. Многие из вас находятся на пути к той же самой точке, Because you don't forgive. потому что вы не прощаете. And you make your husband earn that forgiveness. Вы заставляете своего мужа заслужить прощение. And you say, look, I'm not like you. Вы говорите: я не как ты, It's going to take me a while. мне понадобится время. I'm a woman. Я женщина, It's going to take me a while. мне понадобится время. That's not what Jesus commands you. Но это не то, что Иисус вам заповедует. He says, if he comes to you 7 times, forgive him 7 times. Иисус сказал: если придет 7 раз и попросит прощения, прости его 7 раз. And the quickest way to discourage someone И самый быстрый способ, как человека от себя оттолкнуть, is not to grant them forgiveness. это не дать ему прощения. Now let me say this. Позвольте сказать вам. Okay, ladies. Хорошо, женщины, You walk into the bedroom. а вы войдете в спальню, Your husband's gone to work. ваш муж уехал на работу And he's left his dirty socks on the floor. и оставил на полу грязные носки. And you look at those dirty socks Вы посмотрите на эти грязные носки, and you go crazy. и у вас начинается лихорадка. You are so mad. Вы настолько разозлились. You just sit there holding the socks. Вы просто сидите, держите носки в руке. When he comes home, Когда он придет домой? the socks! Носки! You left your socks on the floor. Ты оставил носки на полу! If you do that, Если вы это сделаете, you've got mental problems. то у вас психическое заболевание. I mean, really? На самом деле. You got that mad over a pair of socks? Вы так разозлились из-за какой-то пары носков. You need counseling. Вам нужно душепопечение. Or something else is going on. Или, может быть, происходит что-то другое. That explosion that you made, Этот взрыв, который у вас произошел, it wasn't about the socks. на самом деле относился не к носкам. It wasn't about one pair of socks. Дело все не в паре носков. That was just the fuse. Это лишь фитиль. What exploded А что взорвалось, was all those other failures your husband has committed. это ваше ощущение всех тех остальных недостатков, которые вы находите у своего мужа. And that you have not
forgiven. всех его ошибок, которые вы не простили. Unforgiveness Непрощение is like a prison подобно тюрьме, that you build for yourself. которую вы строите для себя. Jesus said that. Иисус это сказал. You will not come out of that prison Вы не выйдете из этой тюрьмы, until you pay the very last cent. пока не отдадите последнего квадранта. Now, I know we're running out of time, Я знаю, что времени осталось мало, and I know we got question and answers, и будут еще ответы на вопросы. but I haven't even got to the idea of children yet. Я даже не успел еще дойти до темы детей. Maybe it'd be possible to take a few minutes the next time and deal with that. Может быть, мы сможем еще немножечко об этом поговорить. But look in Ephesians chapter 6. Ефесянам 6 глава, Verse 1. 1 стих. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это требует справедливость». Children, obey your parents. Дети, повинуйтесь своим родителям. Parents, Родители, mom and dad. отец и мать. But now look in verse 4. Теперь посмотрите на 4 стих. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Now again, I want to say something. Мне хотелось бы кое-что сказать. I'm not against Sunday school. Я не против воскресной школы. I'm against the way some Sunday schools are carried out, Я против того, как некоторые воскресные школы функционируют. but I'm not against Sunday Но school. я не против воскресной школы. Or youth group, Или молодежной or группы, catechizing children. или катехизация детей. It can be very good. Все это может быть очень-очень It can be хорошим. a great ministry in the church, Это может быть прекрасным служением в церкви. but it cannot replace the father's obligation. Но это не заменит ответственности отца. And if you, as a father, you're not teaching your children the Word of God, you are in direct disobedience to the command of God. И если вы, как отец, не учите своих детей заповедям Божьим, то вы напрямую нарушаете Божье повеление. And notice it doesn't say mothers do this. И заметьте, здесь не говорится о матерях. It says fathers do this. Здесь говорится, отцы, делайте это. Most fathers never teach their children. Большинство отцов никогда не учат детей. They yell at their children when they do something wrong, Они кричат на своих детей, когда те сделают что-то не так. but do they teach them? Но учат ли они их? You say, well, I'm not a teacher. Вы скажете, но я не учитель. Well, then you better hurry up and become one. Ну тогда поспешите и станьте учителем. Not necessarily in the church, no, Не обязательно учителем в церкви, but in your home, но дома, yes. да, обязательно. It is your responsibility as a man. Это ваша ответственность как мужчины. We are seeing the feminization of our young boys. Мы видим, как сыновья, мальчики в семьях становятся все более феминизированными. Why? Почему? Because they have no male pattern in front of them. Потому что перед ними, у них перед глазами нет примеров мужчин, которые бы их учили. They see their mom more than their dad. Они видят свою мать больше, чем отца. And in school, most of the teachers are women. В школе большинство учителей женщины. They have no male pattern. У них нет образца мужчины перед глазами. It is our job to give them one. Наша работа – показать им такой образец. But a biblical man, Однако мы должны показать им образец one библейского who мужчины, loves God человека, который любит Бога, and shines forth with the fruit of the Spirit. в котором проявляется плод Духа. This is our responsibility. Это наша ответственность, And we can't give it to the church. и мы не можем перекладывать ее на церковь. The church can help us. Церковь нам может помогать, The church can be a great blessing. церковь может быть большим But благословением в they этом деле. cannot take the place of Однако fathers, они не могут занять место отца, teaching the boys and the girls. который бы наставлял и мальчишек, и девчонок. You must. Вы должны это делать. If you don't know how, the pastors can help you. Если вы не знаете, как это делать, пасторы вам помогут. You can get a catechism and use it.
Вы можете взять какой-нибудь катехизис You и can- пользоваться им. You can learn along with your children. Вы можете учиться параллельно с вашими детьми. You know, not many people know this, Немногие люди это знают, but it's true. но это так. The early Baptists and the early evangelicals rejected the idea of Sunday school. Ранние баптисты и ранние евангельские христиане отвергали идею воскресных школ. They did. Правда? They were scared of it. Они боялись этого. You know what they said? Знаете, как они объясняли свой страх, свое нежелание? If we start this, Они говорили, если только мы начнем проводить воскресные школы, then the fathers will have a tendency to neglect their duties to teach their children according to the scriptures. то отцы начнут пренебрегать своими обязанностями по наставлению детей. And that's exactly what's happened, И они оказались правы. hasn't it? Не так ли? It's a command. Look, it's a Это command. повеление, посмотрите. There it is. Вот повеление. You don't do it, you're in disobedience. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Если It's, вы это не it's делаете, right there. если вы это не делаете, вы не послушны Богу. You Это go вот to прямо здесь написано. Deuteronomy 6. It's right there. Можете открыть Второзаконие 6 главу. Там вы найдете то же самое повеление. Men, listen to me. Послушайте внимательно. You've got to work to provide for your family. Вы должны работать, чтобы обеспечивать семью. Get to work as early as you can. Приезжайте на работу как можно раньше. Work as hard as you can. Работайте как можно лучше. Come home as early as you can. Приезжайте домой как можно раньше. First, take care of your wife. В первую очередь позаботьтесь о жене. Second, Во-вторых, your children. о ваших детях. And in that context, also your church. И в этом контексте вы можете служить церкви. This is what we're about. Вот что мы из себя представляем. As men, Как мужчины, our lives revolve around family and church. наша жизнь, жизнь всех мужчин вращается вокруг семьи и церкви. We work to stay alive. Мы работаем, чтобы содержать себя, то есть чтобы оставаться в живых. Men work in factories to provide money for their families. Мужчины работают на заводе или где-то еще, чтобы получить деньги, чтобы их семья могла жить. But our life is not work. Однако наша жизнь не сводится к работе. It's our family and Наша our жизнь church. – это семья и церковь. And both of these can be accomplished И то, и другое мы можем совершать, without neglecting one or the other. не пренебрегая ни тем, ни другим. Do you see that? Понимаете? This is so important. Это очень важно. And even with your work at church, even with your work at your so-called secular job, И даже когда мы работаем на светской работе, the purpose of it is not just to provide for your family, цель этой работы не просто заботиться о вашей семье. but to be a witness for Christ there and win people to Christ. Там есть еще одна цель. Это свидетельствовать о Христе, приводить людей ко Христу. I knew a deacon several years ago Я знал одного диакона несколько лет назад, who was in Florida. который был во Флориде. He was offered a job Ему предложили работу in another city, в другом городе, making 3 times what he was going to make. и зарплату обещали в 3 раза выше, чем он зарабатывал сейчас. 3 times what he was 3 making. раза повышали зарплату. He turned the job down. Однако он отказался от этой работы. Why? Почему? He said it would take me away too much from my family and my church. Он сказал, это слишком сильно меня бы отвлекало от семьи и церкви. He had his priorities right. У него были правильные приоритеты. Now, if God had sent him there to witness, sure, that's fine. Если бы Бог направил его туда для свидетельства, то неплохо. But he knew God wanted him to stay where he Но он was. знал, что Бог хотел бы, чтобы он остался там, где он был. He made the right choice. И он сделал правильный выбор, He did. на самом деле. Let's pray. Давайте помолимся. Father, thank you for your word. Отче, благодарим Тебя за Твое Слово. And I pray, dear God, that you would help your people, И я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты помог Твоему народу, that we might all walk in greater obedience. чтобы все мы жили в большем послушании In Jesus' name, во имя Христа. amen. Аминь.